более 400 человек погибли в результате наводнения в Демократической Республике Конго. Проливные дожди вызвали разлив рек и вызвали оползни, которые опустошили деревни Бушушу и Ньямукуби на территории Калехи в Южном Киву в Конго. Здания, сметенные водой и грязью, а по деревням разбросаны обломки. Около 5500 человек все еще пропали без вести после сильных наводнений и оползней, тысячи также остались без крова. В настоящее время известно, что 411 человек погибли. Продолжаются работы по спасению жителей и обнаружению тел в Калехе, где произошло наводнение. Некоторые дома, школы и больницы рухнули, обветшали или стали небезопасными. Другие были полностью сметены. Проливные дожди стерли с лица земли целые деревни, а также поля сельскохозяйственных культур и домашний скот, в результате чего общины пошатнулись. Около 5500 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, а тысячи выживших остались без крова. Жителям деревень Бушушу и Ньямукуби, которые больше всего пострадали от стихии, пришлось преодолевать большие расстояния пешком, чтобы эвакуироваться в соседние деревни, некоторые из них находятся в 3 часах ходьбы. Инфраструктура в Калехе находится в плохом состоянии, что может затруднить связь и доступ в случае таких стихийных бедствий. Около 150 человек получили ранения и нуждались в медицинской помощи. Одна из основных дорог, ведущих из Калехи, стала непроходимой, что затрудняет оказание помощи и спасательных работ. Медицинским бригадам приходилось сначала доставлять раненых в местную больницу и ждать нескольких часов, пока их не переправят из этого района на лодке через озеро Киву в больницу в городе Букаву. В Калехе, отдаленном сельском районе на востоке Конго, проживает большое количество перемещенных лиц, многие из которых зарабатывают на жизнь лесозаготовками и производством древесного угля. Исторически в этом районе выпадало больше осадков из-за его близости к лесам. Но более высокие темпы обезлесения в сочетании с подсечно-огневым земледелием и расчисткой земли под дома означают, что горный регион особенно уязвим для оползней во время проливных дождей. Окружающая среда полностью разрушена. Дожди идут не тогда, когда мы ожидаем, а когда они приходят, они смывают все вокруг, сказал Хосуэ Аруна, глава сети экологических организаций гражданского общества в Южном Киву. Аруна сказал, что земля нуждается в масштабной реставрации. Если не будут приняты меры по смягчению последствий, изменение климата продолжит приносить еще большую катастрофу, чем мы наблюдаем сейчас. Наводнения в Конго произошли через несколько дней после смертельного наводнения в Руанде, на другом берегу озера Киву, в результате которого погибло около 130 человек. Уганда также пережила наводнение, в результате которого 18 человек погибли и тысячи остались без крова. Экстремальные погодные явления в регионе происходят все чаще, от сильной засухи в восточной части Африканского рога до обильных дождей в других частях Восточной и Центральной Африки. Изменение климата – это история крайностей, сказала Назанин Машери, аналитик по климату, окружающей среде и конфликтам в Африке в международной кризисной группе. Сезонные наводнения типичны для этого региона, но в последние годы ничего подобного этим наводнениям не случалось, добавила она, заявив, что климатические бедствия оказывают огромное давление на пострадавшие сообщества, вызывая внутреннее перемещение и подавляя местные механизмы выживания. Климатические активисты и общественные лидеры говорят, что несмотря на повторяющиеся экстремальные погодные явления,
Правительство Демократической Республики Конго еще не уделило должного внимания подготовке и адаптации из-за конкурирующих приоритетов. Климатический активист из Южного Киву сказал, что люди часто были предоставлены сами себе, когда дело доходило до восстановления после наводнения. Это будет непросто для них. У многих людей здесь нет другого выбора, кроме как в конце концов вернуться домой и начать все сначала. «Меня больше всего беспокоит медицинская помощь раненым», — сказал Намфейбона. Вчера более 30 человек нуждались в неотложной хирургии, а в близлежащих больницах нет возможностей.